Привет-привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юлия Кукуйцева, и сегодня мы поговорим про slow life, или по-другому медленная жизнь. Что это такое, в чем смысл и, главное, как это может помочь каждому из нас в ежедневной жизни. Slow life — это движение, соответственно, да, медленной жизни, тогда, когда мы не в гонке, точнее, мы вне гонки, мы вне суеты. И здесь очень важно, что помимо того, что мы выбираем не торопиться, не суетиться, да, все заранее там просто делать, вот на спокойном, да, на спокойном. То есть про что это? Это, во-первых, про действие на спокойном, про то, что даже если опаздываем, то какой вариант здесь замедлиться? Да, это написать человеку, что мы задерживаемся на столько-то, столько-то, и продолжить дальше в спокойном состоянии свой путь. Вот. И далее поблагодарить, конечно, человека за то, что он дождался. Здесь еще такой важный момент, что почему мы вообще начинаем разгоняться. Как правило, это происходит из-за тревожности. Я говорю сейчас о своем опыте. Да, я не какой-то ученый, который проводил эксперимент. Да. Я говорю о своем опыте, факты, которые основаны на моем опыте или на опыте моих клиентов. То есть, когда я работаю с клиентами, я тоже много чего вижу. И на основании уже там выборки 100 человек уже могу что-то говорить. И здесь очень часто происходит из-за тревожности. То есть, когда человек находится в состоянии тревожности, он в целом не может сфокусироваться на одном действии, потому что он из-за чего-то тревожится. И, как правило, это или, может быть, одно что-то большое, или много всяких мелких, или много всяких больших даже, на самом деле, проблем, скажем так, затыков, нерешенных дел. Вот. И здесь важно определить, а что вызывает во мне тревожность. И прежде чем закрывать какие-то, допустим, это незавершенные дела, какие-то проблемы, которые нарисовались, допустим, может быть, это какие-то там кредиты, долги, может быть, это какой-то дедлайн по работе, да, то есть что условно можно назвать проблемой, потому что за короткий срок нужно что-то решить. И пока это не решено. Но это тоже, можно сказать, незавершенное дело. Да? Просто оно вот в моменте. Все, вот сейчас вот я не могу завершить его, и мне нужно найти варианты, как его завершить. И приступать к выполнению этих дел в той же самой тревожности очень энергозатратно, это очень стрессово. И что здесь может помочь? Самое главное. Мы вообще такие существа, да, у которых есть мозг, который хочет быстрого дофаминчика. Для того, чтобы как раз-таки вот, особенно в тревожность, это обостряется. Вы замечали, когда, допустим, происходит какой-то стресс, хочется кому-то или алкоголь, или никотин, или сладкое, или залипнуть, типа сериал, социальные сети, то есть как-то абстрагироваться, да, от происходящей ситуации. То есть у меня раньше было и с алкоголем, и с никотином, сейчас я вообще ничего не потребляю, так сказать, да, вот, но замечаю вот это как раз-таки со сладким тоже, если у меня какое-то, то здесь вот индивидуально. То есть если у меня какая-то условная проблема, да, которую мне нужно решить, я чувствую тревожность, мне наоборот не хочется сладкого. У меня почему-то так организм работает, что я наоборот есть не могу. Но что у меня вот сейчас активно во время тревожности пробуждается, это желание поскроллить ленту
это желание что-то там проверить, но с учетом того, что я еще веду блог, да, так, а в Телеграме написали, так, а вдруг кто-то комментарий оставил, так, а зайду-ка на YouTube, угу, так, хорошо, а кто-то отзыв мне, возможно, написал, окей, а теперь зайду в Инстаграм, так, здесь столько просмотров, ага, подписались, то есть вот эта вот суета, подпитывающаяся вот этой вот имитацией бурной деятельностью. Вот, еще, кстати, да, что отдельно. Имитация бурной деятельности. Просто у меня она в социальных сетях, потому что, в принципе, моя деятельность в социальных сетях. Кто-то может взяться за уборку. Ой, вот сейчас это я не могу решать, вот мне нужно срочно убраться. И здесь тоже, вот, допустим, человек работает на нелюбимой работе, и окей, допустим, он не пьет, не курит, но он приходит домой и начинает просто скроллить ленту, чтобы, типа, мол, отдохнуть, разгрузиться, деграднуться, как говорится. Но в чем прикол? Когда мы получаем быстрый дофамин, мы на самом деле не отдыхаем. На самом деле в этот момент наш мозг переваривает огромное количество информации, огромное количество чего-либо. Допустим, будь то там сладкое, никотин, алкоголь, какие-то новые сериалы, социальные сети, да, скроллить ленту. Это кажется, что как будто это расслабляет, но на самом деле и в плане с едой организм очень сильно напрягается, и в плане с какими-то просмотрами чего-либо здесь тоже мозг очень сильно напрягается. И в итоге мы устаем еще больше. И здесь важно помнить про то, что есть и медленный дофамин, который мы можем получить. То есть он просто получается, вот в чем разница, да, вообще? Медленный дофамин мы получаем медленно, да, то есть нам нужно сделать какое-то действие, долгий промежуток времени для того, чтобы получить наслаждение. Быстрый дофамин, это вот мы ролик посмотрели, ха-ха, лайкнули, все, дофаминчик получен. И вот так вот мы сидим на игле быстрого дофамина, и это абсолютно нормально, это абсолютно окей, потому что мы вот биологические существа, и наш мозг вот так вот хочет. И когда мы это не осознаем, мы же не специально себя как бы, да, вводим в такое состояние. Это все происходит неосознанно. И ключ как раз-таки в осознанности. Именно этим мы будем заниматься на Easy Life, прокачивать свою осознанность, потому что так жить намного легче. Поэтому Easy Life. Ссылка на предзапись оставлю в описании. И здесь важно научиться пользоваться вот этим вот медленным дофамином. Это, допустим, прогулки на свежем воздухе, пребывание на солнце. Для кого-то это банька, принять ванну, медитация, спорт. Суть в том, что вот вы почувствуете отличие медленного дофамина от быстрого еще в том, что, как правило, медленный дофамин, давайте так, быстрый дофамин, он в моменте очень приятный, очень классный, очень нравится все. Но потом происходит спад, да, если не продолжать подпитывать. Медленный же дофамин, да, вспомним, медитации, спорт. В моменте просто, о май гад, зато потом кайф. И, как правило, вот медленный дофамин построен на том, что в моменте сопротивляется мозг, ему не нравится, он хочет отвлечься, он хочет прекратить это. Но как только мы завершаем час спорта, как только мы завершаем часовую прогулку, нам идти, может быть, лень на улицу, да, неохота, но как только мы приходим домой после часовой прогулки, это вообще кайф, просто кайф. Или пойти там покататься на коньках, покататься на лыжах, что там еще, какие у нас... покататься на велосипеде, да, сейчас зима, но летом, допустим, покататься на велике, на самокате. Вот просто что-то очень классное, такое вот активное, да, какая-то активная деятельность. Поиграть там в футбол, баскетбол, неважно, теннис, бадминтон, пинг-понг, что из такого вот, то есть что-то, какая-то, короче, активность, да, и в моменте, может быть, впадло на нее соглашаться, вот прям вот так вот, ну, это реально нормально, это детям, да, классно, они вот как раз-таки на таком медленном дофамине и спокойно, в общем, существуют, то есть для них согласиться пойти поиграть, это вау, весело, вот, и с возрастом, да, нам все больше лень в это ввязываться. Но вот когда мы в это начинаем ввязываться, потом уже не остановить, потом уже очень-очень классно. Вот. Далее.
Долгосрочный дофамин еще это, кстати, вот, ну, что помогает расслабиться, да, это банька, да, то есть, опять-таки, во время бани, когда там очень-очень горячо, ну, не могу назвать это приятными ощущениями, да, если, ну, если кто-то не садист, конечно, вот, то садист, мазохист, в общем, ну, суть вы поняли. Но зато потом какой кайф. В ледяную прорубь я плаваю, вот я ежедневно принимаю ледяной душ, и каждую зиму, уже третью зиму, я то в прорубь нырну, то там 3 минутки в ледяной джакузи посижу, и вот этой зимой тоже в минус 25 плавали в ледяной проруби. Раза 2 мы, что ли, сходили, или 3, я не помню, 2 раза, по-моему, да. И я там прям плаваю, плаваю. Ну, могу ли я сказать в моменте, что это просто кайф? Ну, что-то в этом, конечно, мне нравится, как из бани. Да, такой мазохизм, да, такой немножечко. Но это дальше про то, что я в моменте начинаю контролировать просто свой мозг, и это перестает быть неприятным. Но это все равно как бы для организма шок-контент. Я плаваю в ледяной воде, просто там бултыхаюсь, да. Но зато я выхожу и потом просто чувствую заряд на весь день. И также ежедневно я принимаю ледяной душ. Не могу сказать, что это приятно, ну честно, но я без этого не могу начать день. Уже 2,5 года я ежедневно принимаю ледяной душ. Что я там прям кайфую? Нет, я так не скажу. Кайфую ли я после на протяжении всего дня, записывая вам здесь видео, да, челлендж 30 дней продолжается? Да, я кайфую, это восторг, потому что у меня есть энергия. И здесь опять-таки, да, все построено на том, что быстрый дофамин забирает энергию, медленный дофамин дает долгосрочную энергию. То есть в чем суть? Быстрый дофамин, он дает энергию, но вот так вот совсем на чуть-чуть. Это как сахар, я не знаю, замечали вы, может, ну я знаю, что некоторые профессии любят постоянно там или энергетик, или колу, или вот какие-то батончики, для того, чтобы, ну, нужна энергия. Но оно как дается, так она и забирается сразу потом. То есть происходит скачок сахара, потом откат обратно. Поэтому какой в этом смысл? Лучше съесть, например, ну, это первое, что мне приходит в голову, я не нутрициолог, да, но овсянка. То есть, насколько я знаю, да, это углевод, и это дает долгосрочная энергия. То есть, почему говорят там, что можно там днем есть овсянку? Типа, ее надолго хватает, и энергии организму хватает надолго. Ну, кстати, классный лайфхак. То есть, опять-таки, да, овсянка, не могу сказать, что она приятнее твикса какого-нибудь, да, или еще чего-то, но она приятнее в долгосрочной перспективе. И здесь вот это умение отказаться в моменте от того, что очень классно и прям вообще сейчас я кайфану, в пользу того, что я кайфану вот постфактум, но на протяжении более долгого времени. И здесь это как проиграть бой, но выиграть войну. В том плане, что мы не привыкли сами себе отказывать. И да, я сейчас в каком-то плане проигрываю. Я не получаю дофаминчика приятного, я не получаю вот этого, да. Но я выигрываю, потому что под конец дня я ощущаю, что я прожила классный день, я там сделала ледяной душ, я сделала растяжку, я сделала энергетическую практику, я сделала медитацию, я записала видео, я ела полезную еду. Я чувствовала себя хорошо, я чувствовала себя приподнято. Я чувствовала себя, в общем, состояние было классное. Я делала то, что мне нравится, потому что у меня была на это энергия. И под вечер я еще, может быть, да, просто внесла себе в список, там, не знаю, горячую ванну. И вместо скролления ленты перед сном я полчасика, даже 15 минут посидела в ванне, а если еще и с магниевой солью, если еще и с пеной, и свечами, о май гад, я самый счастливый человек на свете. И здесь про умение вот видеть, что на самом деле есть возможность по-другому, есть возможность жить по-другому. В общем, вот так вот. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если так, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно, и я это очень ценю, потому что мой блог растет как на дрожжах. Я ценю каждого, кто смотрит мои видео. Я всех вас вижу, смотрю, кто на меня подписывается, смотрю, кто там оставляет комментарии. Вот. И я уверена, что у вас все получится.
Я уверена, что у вас все получится. Если есть какие-то вопросы, то есть что-то я недораскрыла, что-то непонятно, пишите, я на них с радостью отвечу и раскрою более глубинно. В общем, я готова разговаривать часами, поэтому вы задавайте вопросы. И, конечно же, желаю вам хорошего утра, дня и вечера, где бы вы ни были, и хорошего настроения. Пока-пока.